двоечки. Сегодня вам достался расклад, если бы ты перестала терпеть. Ну, что случится, когда ты себя выберешь. Посмотрим, что именно ты терпишь, что будет, если ты выберешь себя и как проработать. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу расклад начнем. Итак, двоечки. Что именно ты терпишь? Работу ты терпишь, где тебя используют как вот бесплатный ресурс, я бы сказал. Не начальницу, которая орет, не коллег, которые на тебя свои задачи спихивают. Нет, ты к этому уже привыкла. Ты терпишь саму идею, что твой труд не стоит денег. Вот смотри, тебе платят оклад, который, ну, даже не покрывает твои там базовые какие-то расходы. А ты все равно остаешься там допоздна, потому что надо доделать. И себе говоришь, это временно. Скоро все изменится. Но это же уже не временно. Это уже твоя реальность. Ты не деньги терпишь. Ты мысли терпишь, что ты не заслуживаешь большего. Потому что если бы ты заслуживала, то уже давно бы ушла, ведь так оно и есть. Но ты сидишь и ждешь, когда кто-то заметит твою вот эту, я бы сказал, самоотверженность. Как будто мир обязан тебе за то, что ты пашешь за копейки. Еще подруг ты терпишь, которые приходят к тебе только когда им плохо. Они появляются раз в 3 месяца, пишут там «давай встретимся», ты все дела бросаешь, потому что ну как отказать, да? И слушаешь жалобы на их мужиков, слушаешь жалобы их там на жизнь, на работу, советы даже даешь, поддерживаешь. А потом они опять исчезают до следующего ихнего кризиса. Слово «ихнее» есть в кураптоновском языке. И что ты остаешься просто с таким ощущением, что тебя используют. Используют как жилетку, не как человека. Но ты что делаешь? Правильно, молчишь. Потому что ты боишься остаться совсем одна. Ты думаешь такая, лучше хоть такие подруги, чем вообще никаких. И терпишь вот эту полудружбу, которая на самом деле никакая не дружба. И ты привыкла к этой роли. Ты девочка для битья, которая всегда наготове. И самое хреновое, ты уже забыла, что когда-то ты могла требовать от людей нормального отношения к себе. Тело свое терпишь. Но не потому, что там болеет тело или доставляет тебе какую-то боль, а потому, что ты перестала его слышать. Вот я тебе объясню, вот смотри. Ты ешь, что попало, потому что тебе что? Некогда готовить. Ложишься спать поздно, потому что еще же нужно доделать. На тренировке забиваешь, потому что ты и так устала, правда же? И себе говоришь, что это все мелочи, что главное– душа. На самом деле, будем объективны, да, и правдивы друг с другом, ты просто смирилась. Смирилась, что твое тело– это что-то такое второстепенное, что можно его игнорировать, пока оно сбой не даст. А оно даст. Не сегодня, так завтра. И ты это прекрасно знаешь, но ты продолжаешь терпеть, потому что проще сейчас же взять бутерброд, да? Сериал включить и с бутербродом посмотреть сериал этот. Чем встать и приготовить нормальную еду. Я же устаю. Все устают. Ты терпишь мысль, что ты не имеешь права на заботу о себе. Как будто кто-то другой должен прийти, да, он курьер.
и сделать это все за тебя. Ни людей, ни обстоятельства ты терпишь. Ты терпишь саму идею, что ты недостойна лучшего. Что если там денег нормальных на работе попросишь, да, нормальных отношений попросишь, отношения к себе нормального попросишь, то тебя бросят, то тебя осудят или вообще эгоисткой посчитают. И ты терпишь, потому что ты одна боишься с этим миром остаться. Знаешь, что самое интересное? Ты уже одна. Потому что терпеть — это и есть вот это одиночество, которое ты боишься. Когда ты соглашаешься на меньше, чем ты заслуживаешь реально. Понимаешь? Что случится, если ты выберешь себя? Ну, ты перестанешь, если вот это все. Но это не будет так красиво, как ты себе представляешь. Не будет момента, когда ты проснешься, улыбнешься себе в зеркале, да, и поймешь, что теперь все будет по-другому. Нет. Сначала будет страх. Причем такой вот, когда двигаться не можешь, парализирующий вот этот страх. Что ты делаешь что-то не так. Что если ты там с работы уволишься, то не найдешь другую. Если ты перестанешь быть этой жилеткой для подружек, то они исчезнут навсегда. Если ты начнешь о себе заботиться, то люди подумают, что ты эгоисткой стал, вообще она выпендривается. И будешь просыпаться ты с таким вопросом: а что, если я ошибаюсь? Но знаешь, это все нормально. Потому что ты всю жизнь ориентировалась на то, что другим нужно. И теперь, когда ты решила на себе ориентироваться, да, то мир начнет сопротивляться. Это как в проживании арканов. Весь мир против тебя, против твоего проживания. Весь. Начинается все с апатии. А потом начинается с уговоров. Самой себя. Это не мое, это не то, ой, мне плохо, и вот это вот начинается. И 99% просто не выдерживают, потому что нужно что-то делать. В твоем случае, когда ты на себя начнешь ориентироваться, вот после вот этого страха и апатии и прочего начнется одиночество. Но не вот это, когда дома сижу одна и смотрю сериалы, нет. А то, когда вот ты поймешь, что некоторых людей в твоей жизни больше нет. И не потому, что они плохие, а потому, что ты перестала играть роль, которую от тебя ждали. Подруги, которые за поддержкой только приходили или там за деньгами, они исчезнут, потому что им нужна не ты, а функция от тебя. Быть плакательной жилеткой. Или коллеги, которые привыкли, что ты там всегда поможешь, всегда останешься больше, чем нужно. Они начнут возмущаться, когда ты скажешь: нет, я не хочу. Родственники давить начнут. Типа, знаешь, вот, ты что, совсем себя не жалеешь? А потому что им невыгодно, чтобы ты менялась. Ты же становишься неудобной, а они привыкли к той тебе, которая терпела, молчала, и теперь им приходится либо принять новую версию тебя, либо в сторону отойти. И многие выберут, конечно же, второе. А дальше ты начнешь просто видеть. Кто есть кто. Вот все так просто. Кто на самом деле рядом с тобой не потому, что им ты нужна, да? А потому что ты им что-то должна. Понимаешь? Откроются у тебя возможности. Ты перестанешь ждать, что кто-то придет и тебя спасет. Будешь видеть, что ты можешь создать сама ту жизнь, в которой тебе комфортно, без всяких компромиссов, на которые ты не согласна, без всяких уступок. Ты просто начнешь даже замечать, что деньги — это не какой-то там эфемерный ресурс, да, который достается только им повезло, вот этим везунчикам, а результат того, что ты перестаешь соглашаться на гроши за свою работу. Отношения —
Поймешь, что это не когда ты постоянно отдаешь, а тебе и что-то возвращается в ответ. Что тело это не враг тебе, который тебя подводит, да, а союзник, о котором тоже заботиться нужно. И тогда самое интересное будет. Ты просто поймешь, что выбрав себя, это не будет, как сказать, вот как на Новый год, да, я выбрала себя, не разовый акт будет, а постоянная работа. Что это не значит, что ты там идеально станешь или у тебя больше страхов не будет. Нет, это значит, что ты научишься жить с этими страхами, не давая им управлять тобой. Понимаешь? Как добиться? Ну, тяжело. Сначала прекрати ждать одобрения. Вот ты, смотри, сидишь, думаешь, да это какую-то извините, чуть не сказал, херню говорит. А что мне люди скажут, если я там уволюсь? А подруги же обидятся, если я перестану их выслушивать, их проблемы. Друзья же для этого нужны. А если я о себе начну заботиться, меня вообще скажут, я эгоистка, зазналась и прочее. Дед, ты хрень говоришь. Знаешь, а какая разница, что эти люди подумают? Если ты подумала так, когда я это все говорил, что да, точно, то это уже не твоя жизнь. Понимаешь? Те, кто действительно рядом с тобой, они останутся. Остальные просто исчезнут из твоей жизни. Это нормально. Ты не обязана жить так, чтобы всем нравиться. Вот с малого начни. Там, скажи нет, кто тебе не нравится. Или что тебе не нравится. Не хочешь, например, там на этот идти, как называется, забыл Новый год на работе. Блин, забыл, как называется. Ну, праздник на работе, когда рабочие собираются, а ты туда не хочешь идти. Не марафон. Блин, забыл слово. В общем, праздник, когда на работе Новый год справляют, там в кафе собираются и так далее. Я забыл, как называется. Вот. То есть ты не хочешь туда идти, я это знаю. Так не иди. Оставаться сверх рабочего времени не хочешь, уходи вовремя. Начни вот с этих мелочей. И ты увидишь, что мир, он не Извините, что он не рухнет. Наоборот, ты начнешь чувствовать себя сильнее. И оправдываться перестань. Ты оправдываешься. Вот у тебя что не это? Корпоратив. Вспомнил, как называется это слово. Сейчас всплыло, оно у меня на языке вертелось. Корпоратив. Ты не хочешь на корпоратив идти. И вот, про оправдание. Ты ж привыкла всем объяснять, почему ты сделала тот или иной выбор. Вот это все ты. Я остаюсь на работе, потому что я не уверена, что другую найду. Я слушаю жалобы этой говнюшки, да, можно так говорить. В кураптонском языке это называется подруга-змея. Говнюшка. Я тебя кураптоновскому языку научу. Вот. Потому что она же моя подруга, я ее буду слушать. Подруги же помогают друг другу. Друг другу помогают, а не только ты ей. Или вот это вот твой бутерброд извечный, да? Ты же суп не ешь. Вот у меня все суп ели. Все. Понимаешь? А у тебя я ем этот бутерброд, потому что у меня времени нет готовить, и мне хочется бутерброд, а то и вообще, не дай бог, доширак. А теперь представь, что ты просто делаешь выбор без объяснений. Не вот это «я не пойду на корпоратив, потому что там и это там», а просто «я не пойду». Не нужно говорить там «я не буду кушать этот бутерброд, потому что я не сижу на диете» или там наоборот на диете сижу. Просто говори «я не буду это есть». И все. И ты удивишься, как быстро люди перестанут задавать лишние вопросы, когда поймут, что ты просто не оправдываешься. Потому что оправдание — это, знаешь,
когда человек оправдывается, это и есть признак того, что человек сам не уверен в своем выборе, сам в своей жизни. А когда ты уверена в своих действиях, в своей жизни, в себе, то слова не нужны, зачем оправдываться. Понимаешь? И менять свою жизнь начни мир свой, извиняюсь, мир свой менять не с самого мира, а с самой себя. Вот смотри, я объясню. Я все объясню, не переживай. Вот смотри, ты ждешь, что кто-то придет, изменит твою жизнь там за тебя. Например, начальник зарплату сам повысит, просто потому что ему пиздякнула молния в темечко, пока он на работу шел. Блин, я слово плохое сказал. Ну ладно, это неплохое, это на кураптоновском языке называется нежное спускание молнии в темечко. Ну, это чтоб ты знала, кураптоновский. В кураптоновском языке нет мата. Ну, некоторые слова похожи, но не суть, мы не про это говорим. Вот, пиздякнуло твоему начальнику, пока он шел на работу или ехал, в темечко молнии. Он такой: а повысю-ка я Елене зарплату. Вот прям сейчас, как начну повышать, и не остановлюсь. Или подругам тоже пиздякнула эта молния в темечко, да, и они начали все такие ценить твое время. Или ты с работы идешь, тебе пиздякнула молния прям в темечко, и тело твое само собой станет здоровым, попка подкачана, все красиво и так далее. Ну, часто тебя молния пиздякала. Это же не работает так. Ни начальнику, ни подругам ничего не прилетит. Если хочешь больше денег, скажи. Вот начальнику прям приходишь и говоришь: я хочу себе повышение зарплаты. Ну, зарплаты. Или там ищи работу, где это оплачивать будут достойно, сколько ты хочешь. Не надо сразу увольняться. Начни искать. Ты же не начала даже. Ой, я посмотрела пару объявлений, мне это не подошло, это не мое, это не мое. Ну, так значит, то, что ты где сейчас, это твое. А если нормальных отношений хочешь, то перестань быть жилеткой для людей, которые этого не ценят. Хочешь быть здоровой — качай попу. Начни заботиться о своем теле прямо сегодня, не с понедельника, не с 1 числа. Курить бросать нужно не с 1 числа, а сейчас. Нет никакого понедельника у тебя. Мы до него не дожили еще. Многие не доживут, представляешь? У тебя есть время — это сейчас. Вот, в моменте. Другое время одно прошло, другое еще не настало. У тебя есть только сейчас. И вот мир, он изменится только тогда, когда изменишься ты. Никак не наоборот. Ну никак. Ну не может быть, чтобы мир сначала изменился, а потом ты. Не будет такого. Ты мир свой меняешь. И разреши себе ошибаться. Вот ты, например, решишь уволиться, да? И поймешь, что там новая работа еще хуже. Или скажешь подруге: у меня времени нет тебя выслушивать. Она обидится. Или бегать по утрам начнешь и через неделю бросишь. И что? Это же не значит, что ты проиграла. Это значит, что ты пытаешься. А вот эти попытки — это единственный способ узнать, что работает, а что не работает в твоем индивидуальном случае. Ты же, как вот тебе объяснить, ты же вот долго жила свою жизнь по такому принципу: мне или все надо, или ничего. И теперь будешь бояться сделать шаг, потому что ты не уверена, что все получится идеально. Но жизнь — это не идеальный сценарий. Это сплошные пробы вот эти и сплошные ошибки. И вот каждая ошибка — это не провал, это опыт. Это опыт. Так что, дай себе право на опыт.
на ошибку. Это все. Не жди, когда будет легче. Не жди, когда ты будешь готова. Не жди 1 января. Начни сейчас. У тебя нет 1 января. Оно может и не настать. Сначала выбери себя. Выбор себя — это не роскошь, это необходимость. Потому что если ты не выберешь себя, то кто тогда выберет? Понимаешь?